Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Каждый показ под маркой Dolce & Gabbana всегда большая неожиданность, сюрприз и модная провокация. Коллекция весна-лето 2023, представленная именитым итальянским брендом на неделе моды в Милане, исключением не стала, оказавшись в который раз самой обсуждаемой среди клиентов дома, стилистов, критиков, да и всех, кому интересны любые события в фэшн-индустрии. Свой обзор я, пожалуй, начну с самого громкого факта. Это сенсационная коллаборация Dolce & Gabbana со звездой мирового масштаба Ким Кардашьян. Данное действо можно озвучить примерно так. Ким выступает здесь в роли куратора, выбирая предметы из прошлых коллекций, а дизайнеры переделывают образы на более современный лад. Проще говоря, Доминико и Стефано предложили звездной даме ткнуть пальчиком во все, что ей больше понравится из арсенала дома моды, начиная с 90-х, и произвели реинкарнацию самых культовых нарядов. И теперь на одежде нынешней модной линейки, друзья, вы наверняка заметите белый ярлычок с определенной датой. Это год презентации на подиуме оригинальной вещи бренда. Кстати, когда в сети только появился анонс нового творческого союза, многие здорово удивились и немедленно припомнили, как в 2004-м Стефано Габбана окрестил семью Кардашьян самыми дешевыми людьми в мире. Что, на мой взгляд, обычный троллинг высочайшего уровня. Как бы там ни было, коллекцию весна-лето 2023 взялась курировать именно Ким. На пресс-конференции она объяснила: идея коллаборации родилась у дизайнеров, когда те увидели в ее гардеробе знаковые вещи своего бренда, которых не осталось даже в их собственных архивах. Впрочем, модные критики назвали данный ход союзом, созданным на небесах маркетинга. Да, возможно, не таким гениальным, но очень даже гармоничным, положительным и коммерчески успешным. Хотя часть экспертов сегодня по-прежнему утверждает: знаменитому дизайнерскому дуэту пора бы давно на пенсию, и данный коллаб оказался совершенно провальным. В общем, вопрос остается открытым. И в комментариях под видео очень интересно услышать вашу версию, мои дорогие зрители. Однако давайте вернемся непосредственно к самой коллекции, где на подиуме во время показа словно решили запустить в прокат черно-белое кино. Правда, не из такого уж далекого ретро. Все, кто следил за модой в 90-е, отмечают, бренд был совсем другим, нежели сейчас. Вместо бесконечной сицилийской свадьбы или пышной траурной церемонии у Dolce & Gabbana тогда делали ставку на чувственность, приправленную яркой сексуальностью и смелой провокацией. В нулевые повестка сменилась, но я не думаю, что при этом поменялся и портрет клиента. Просто юные модницы выросли и помимо провокаций стали выбирать женственность и идеально сидящие вещи. Так что сегодня на подиуме мы видим пусть и обновленные, но по-прежнему эффектные, головокружительные образы, полные энергии, страсти и чарующего женского соблазна. Из самых знаковых стоит отметить фирменные корсетные наряды, боди с кристаллами и китсьюты, полупрозрачные ансамбли из лучшего итальянского кружева, широкие джинсы с низкой посадкой в тандеме со сверкающим стразами нижним бельем, платья комбинации с подвязками и чулками, которые теперь играют роль полноценной одежды, а не исподнего. Не менее оригинально смотрятся тренчи из капрона или прозрачного пластика, роскошные меховые накидки или же варианты из металлизированных тканей. Тон и настроение в каждом стильном ансамбле задают аксессуары, среди которых обязательно стоит отметить ожерелья-чокеры, длинные перчатки, а также очаровательные мини-сумки. Цветовая палитра модного ряда хоть и насыщена сполна черным и белым тоном, но дизайнеры все же решили немного добавить красок и предложили монолуки в персиковом, огненно-красном, сером и песочных оттенках. Из принтов традиционно в фаворитах хищный окрас под леопарда. Ким Кардашьян уже успела блеснуть на публике аутфитом с подиума. Для ужина в миланском ресторане она выбрала финальный комплект из нынешней коллекции Dolce & Gabbana: леопардовое корсетное боди, ботфорты, колготки и объемную длинную шубку. Я уверена, мы еще не раз увидим знаменитость в нарядах итальянской марки нового сезона весна-лето 2023. На поклон к собравшейся на презентации публике
звезда вышла наравне с дизайнерским дуэтом, подчеркнув таким образом статус творца коллекции. И пусть далеко не каждый наряд здесь назовешь повседневным, да и не всем по душе созерцать цитаты из прошлого, но мода – это всегда поиск и смелый эксперимент. Насколько он оказался удачным, время покажет. Приятного вам просмотра, друзья! Всем красоты и совершенства! Побольше модных обновок и только позитивного, солнечного настроения!